Сегодня приготовим сразу два рецепта с гречкой. Первый рецепт – это гречка с овощами, которая получается очень ароматной и сочной. А второй – это гречневая запеканка на сковороде с соусом. Кстати, обязательно заглядывайте в описание под видео. Там я оставила список продуктов для каждого рецепта. Для начала нарезаю репчатый лук. Беру среднюю луковицу, нарезаю кубиками. Разогреваю сковороду. У меня диаметр 28 сантиметров. Наливаю растительное масло, даю ему прогреться и высыпаю лук. Пока лук обжаривается, займусь морковкой. Беру одну крупную морковь, натираю на крупной терке. Высыпаю морковь к луку, перемешиваю. Тем временем нарежу свежую капусту. Капуста даст нашему блюду сочность. Кстати, если у вас есть молодая капуста, это тоже хорошо. Она готовится быстрее. Высыпаю капусту к луку с морковью. Добавляю соль. Смесь специй для овощных блюд без соли. У меня в этой смеси орегано, чабрец, кориандр. Перемешиваю все и готовлю до полуготовности капусты. Капуста должна слегка размягчиться, но сохранить свою структуру. Это займет минут 5-7 на среднем огне. А теперь добавляю гречку. Я ее промыла заранее. У меня стакан гречки. Этого более чем достаточно на это количество овощей. Кстати, это блюдо также можно готовить в кастрюле с толстым дном. Высыпаю гречку к овощам, хорошо перемешиваю. Добавляю нарезанный чеснок 1-2 зубчика. И теперь маленький секрет для особенного вкуса. Добавляю кусочек сливочного масла. Конечно, можно обойтись только растительным, но сливочное масло дает бархатистость вкуса. Еще добавляю томатный сок и воду. Наливаю примерно стакан томатного сока и стакан воды. Перемешиваю и пробую на соль. Может быть, вам захочется более насыщенный вкус. Попробуйте и доведите до вкуса. Накрываю крышкой и на огне минут 10-15. Получилось вкусное и аппетитное блюдо. Порция большая, хватит на всю семью. А теперь переходим ко второму рецепту – гречневой запеканки. Начинаю с подготовки овощей. Очищаю морковь, беру среднюю, натираю на крупной терке. А гречку, у меня 1,5 стакана, тщательно промываю холодной водой и заливаю кипятком. Пусть постоит минут 15. За это время она слегка набухнет и станет мягче. Тем временем займусь луком. Нарезаю его кубиками. Разогреваю сковороду с растительным маслом и обжариваю лук. Не спешите, пусть лук хорошо прогреется и отдаст свой аромат. К луку добавляю натертую морковь, перемешиваю и даю овощам слегка подрумяниться. Дальше добавляю немного чеснока для аромата. Пропускаю 2-3 зубчика через пресс и отправляю на сковороду. Если любите остренькое, можете мелко нарезать немного красного острого перца. Добавляю его сюда же. Получается очень пикантно. А теперь очередь сладкого перца. У меня он замороженный. Это очень удобно и во многом ускоряет приготовление. Кстати, загляните к себе в морозилку. Может, там есть цветная капуста, зеленый горошек, спаржевая фасоль? Напишите в комментариях, что вы добавили. Все перемешиваю, добавляю кусочек сливочного масла для вкуса и отставляю овощи в сторону. Пусть они остывают, пока я займусь гречкой. С гречки сливаю воду. Она уже достаточно набухла. Добавляю к ней 3 яйца. Они будут связывающим элементом нашей запеканки. Солю, добавляю специи. У меня смесь перцев и сушеные травы. И обязательно мелко нарезанную зелень. У меня укроп и петрушка. Спасибо вам за лайк после просмотра видео. Так больше людей увидят этот вкусный и простой рецепт. Все тщательно перемешиваю. Добавляю обжаренные овощи и еще раз перемешиваю. Разогреваю сковороду с маслом. Диаметр этой сковороды 24 см. Выкладываю всю смесь. Разравниваю лопаткой, накрываю крышкой и готовлю на медленном огне. Пока наша запеканка томится, займусь соусом. Беру соленые огурцы, штуки 3-4, в зависимости от размера. Натираю их на мелкой терке. Смешиваю огурцы с рубленой зеленью и добавляю майонез. Список продуктов для этого рецепта тоже найдете в описании под видео. Простой, но очень вкусный соус готов. Он отлично дополнит нашу запеканку. Прошло минут 7-10, пора переворачивать запеканку. Беру тарелку,
больше диаметра сковороды, накрываю ее сковороду, переворачиваю, и запеканка оказывается на тарелке. Теперь аккуратно перекладываю ее обратно в сковороду другой стороной. Накрываю крышкой и готовлю еще минуты 3-4. Запеканка должна хорошо схватиться с двух сторон. Выкладываю запеканку на тарелку. Вкусный рецепт на каждый день готов. Если готовите для детей, то можно уменьшить количество специй или вообще их не добавлять. А еще загляните в заставки и в описании к видео. Там я подбираю для вас рецепты, которые могут вас заинтересовать. Приятного аппетита!